В этом видео вы узнаете, как сэкономить валюту при приобретении игрового ноутбука и стоит ли тех денег, которые запрашивают за ноутбук Asus TUF Gaming модель FX705GM EW126. Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, меня зовут Александр. Хотите игровой ноутбук, но денежков мало? Ну что ж, за вас все придумали китайцы, которые предлагают серию TUF Gaming от компании Asus. Это, скажем так, не доигровые ноутбуки, главная фишка которых мощная аппаратная начинка в достаточно компактном тонком корпусе. Его максимальная толщина всего 25 мм. Погнали распаковывать. В этом чемодане из плотного серого картона упакован 17-дюймовый ноутбук Asus TUF Gaming FX705GM EW126 на процессоре Intel Core 8 поколения Coffee Lake. Информация со спецификацией представлена на тыльной стороне чемодана. Кроме самого ноутбука, в комплект поставки входит краткое руководство пользователя, гарантийный талон, компакт-диск с драйверами, адаптер питания мощностью 180 Вт с выходным напряжением 19,5 вольт и током 9,23 ампера. Его габариты 160 на 75 и толщина 25 мм. Длина кабеля питания 175 см, который заканчивается Г-образным коннектором. К зарядному подключается шнур сетевого питания с евровилкой длиной 80 см. И таким образом вынос ноутбука от розетки возможен на расстояние более 2,5 метров. На обоих шнурах есть липучки, с помощью которых можно аккуратно их упаковать. Интернет-магазин iNetBell предоставил мне в подарок фирменную игровую гарнитуру Asus Cerberus первой версии. Наушники адаптированы для воспроизведения звука в кино и играх, но с ней я познакомлю вас в следующем видео. Ноутбук с диагональю экрана 17 дюймов имеет габариты 40 на 28 см. Крышка ноутбука имеет толщину всего 7,5 мм. Но она достаточно жесткая, изготовлена из металла серого цвета, которая немного прогибается к экрану. В центре красуется зеркальный логотип Asus, который при включении ноутбука подсвечивается желтым цветом. Толщина рамки вокруг экрана с боков составляет всего 7 мм, сверху 15 мм, и здесь установлены веб-камера HD разрешения и микрофоны, заявлено 2 штуки. Встроенная камера и микрофоны служат для ведения видеозвонков. Разрешение 720 пикселей, 30 кадров в секунду. И фото это 0,9 мегапикселей, 16 на 9, 1280 на 720p. Под экраном опять же зеркальный логотип, но уже без подсветки. И по контуру крышки вклеены 5 резиновых упоров. Крышка с дисплеем крепится на 2 шарнирах по обе стороны и имеет между ними вырез. Если крышку закрыть, то под ней проступает рабочая поверхность со светодиодами индикации. Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 120 градусов. Дизайн оригинальный, все углы крышки и рабочей поверхности срезаны, и поэтому его корпус приобрел 8 граней вместо 4. В ноутбуке Asus TUF Gaming FX705GM EW126 используется IPS-матрица с подсветкой на основе белых светодиодов. Матрица имеет матовое антибликовое покрытие, ее диагональ 17,3 дюйма и разрешение экрана 1920 на 1080 пикселей, а частота кадровой развертки в моей матрице 60 Гц, но встречаются варианты с матрицей 144 Гц, что очень актуально для игровых моделей. Яркость экрана в большинстве случаев достаточная, но в играх при требуемых настройках яркости, в сцене, где герой переходит из яркого в темное помещение, реально слепнешь, вообще ни черта не видать. Цвета отображаются вполне естественные, углы обзора экрана ноутбука широкие, но яркость падает уже при небольшом отклонении от центра, как по горизонтали, так и по вертикали. В общем, дисплей без вау-эффекта. Сразу под экраном имеется 3 белых светодиода: включение питания, активности подсистемы хранения данных, режима работы беспроводного адаптера и один двухцветный светодиод уровня заряда батареи. Когда она заряжена, светодиод белый, когда разряжена — красный.
Кто-то из обзорщиков сравнивал пластиковую рабочую поверхность этого ноутбука со шлифованным металлом. Вот в прошлом моем обзоре ноутбука Asus за $333, ссылку на него вы увидите сейчас на экране, там больше похоже на шлифованный металл, а здесь она больше похожа на поверхность ламинированного ДСП очень темного серого цвета. Причем фактура нанесена в центре в одну сторону, как бы по направлению к пользователю, а по сторонам в стороны, перпендикулярно. И область клавиатуры несколько утоплена. На поверхности просматривается широкая латинская литера X. Поверхность является не маркой, на ней практически незаметны следы от пальцев. Под экраном веером вырезаны отверстия для вентиляции, куда именно задувается воздушный поток. Косых линий здесь много, но реальные отверстия только в центре. Хоть этот ноутбук стоит раз в 5 больше того с прошлого моего обзора, но качество пластика здесь и там одинаковое. На нижней панели корпуса, которая выполнена из черного пластика с рельефной отделкой в стиле широкой литеры X, есть две зоны вентиляционных отверстий. Опять же для подачи воздуха. 4 резиновые ножки на углах и одна длинная в центре не позволяют легко передвигать ноутбук по горизонтальной поверхности, а дополнительные пластиковые упоры не позволяют прогибаться панели под тяжестью аппаратной начинки. Кстати, вес гаджета 2 кг 743 грамма. В данной модели, несмотря на ее цену в $1600, очень скудный интерфейс, который размещен только на левой от пользователя грани ноутбука. Здесь вообще нет картридера. Аудиоразъем типа mini-jack совмещает в себе возможность подключения микрофона и наушников. И правильнее сказать, это 4-пиновый коннектор гарнитуры. Интерфейс USB 3.0 не отмечен традиционным синим цветом, но с помощью утилиты Crystal Disk Mark удалось выяснить, что ближайшие к пользователю два порта третьей версии, а последний USB 2.0 обеспечивает скорость чтения данных в 2 раза меньше, чем USB 3.0, и я его использую исключительно для адаптера беспроводной мышки. Ну а скорости записи для используемого типа microSD карты через адаптер USB 3.0 во всех портах сходная. Далее имеется разъем HDMI, сетевой разъем RJ45 и разъем для подключения блока питания. На правом торце расположена лишь вентиляционная решетка для выдува воздуха и отверстие для кенсингтонского замка. На заднем торце корпуса также расположены две зоны вентиляционных отверстий, через которые выходит горячий воздух. Грань, обращенная к пользователю, глухая. В ноутбуке Asus TUF Gaming FX705GM и W126 используется клавиатура с маркетинговым названием Hyperstrike. Сами клавиши черного цвета, а символы на них белые. Клавиатура не оснащена отдельными кнопками для управления мультимедиа, в частности нет удобных кнопок для переключения треков, вот их мне не хватает. Сами кнопки размера 15 на 15 мм имеют стандартный ход и черную матовую поверхность. Поскольку ноутбук позиционируется как игровой, на клавиатуре выделяются прозрачные кнопки WASD. Кириллица нанесена безобразно, шрифтом меньшего размера, чем латиница, а на прозрачных кнопках, вот в частности литера V, даже как-то исковеркана. Клавиатура мембранного типа имеет RGB подсветку, но в отличие от серии ROG, Republic of Gaming, в которой подсветка имеет 3 отдельных сектора, в каждом из которых можно настраивать отдельный цвет, в серии TUF цвет подсветки один на всю клавиатуру. Для управления им нужно скачать в официальном магазине приложений Windows специальную утилиту именно для TUF серии ноутбуков, он так называется TUF Aura Core. Доступны выбор цвета статической подсветки и ее режимы дыхания и стробоскоп, а также режим многоцветной подсветки цветовой цикл. В этом же магазине можно скачать утилиту для визуализации нажатия комбинации горячих кнопок совместно с функциональной кнопкой FN. Называется Asus Keyboard Hotkey. В принципе, горячие комбинации работают и без этой утилиты, но с ней удобнее управлять скоростью вращения кулеров, так как имеется отображение пиктограмм на экране. Комбинация FN плюс F5 можно выбрать один из 3 режимов работы кулера: тихий, сбалансированный и производительный. Ну, по умолчанию достаточно выбрать сбалансированный режим, при этом система сама управляет скоростью вращения кулеров в зависимости от показаний температурных датчиков. 2 кулера, установленных на центральном процессоре и чипе видеокарты, на максимальных оборотах создают достаточный шум, при котором комфортнее пользоваться ноутбуком в наушниках.
При работе в офисных программах и браузере кулера не задействованы и шума вообще нет. Замечу, что качество светодиодных элементов, используемых для подсветки клавиатуры, выдает их китайское происхождение. В ноутбуке, которым я пользуюсь всего несколько дней, уже заметно их неравномерное свечение. Некоторые из них неверно отображают цвет, а некоторые имеют слабое свечение, из-за чего различимы их сегменты. Короче, подсветка здесь явно ненадежная, и уверен, что в скором времени с ней придется вообще распрощаться. Светодиодные элементы расположены на плате прямо под кнопками, таким образом, что они создают подсветку со стороны пользователя. И только под кнопкой «Пробел» светодиодные элементы установлены как бы с обратной от пользователя стороны, таким образом, что подсвечивается только белая линия на клавише и обратный ее торец. И в полной темноте она вообще едва различима. Единственное, она имеет оригинальный внешний вид, как вы можете заметить, что в совокупности с металлической поверхностью крышки и фирменной картинкой рабочего стола обеспечивает такой стиль некого механизма или ящика для инструмента или боеприпасов. Цифровые клавиши не выделены в отдельный блок, нет светодиодной сигнализации активации кнопки Numlock, поэтому работают они или нет, определяю методом тыка, вообще неудобно. Сюда же снизу втиснуты кнопки управления со стрелками, также неудобно в пользовании. Единственное, сделали подсветку красным светодиодом, активация заглавных литер кнопкой Caps Lock. Основание клавиатуры достаточно жесткое, при нажатии на клавиши она практически не прогибается. И в общем к клавиатуре много претензий, даже несмотря на то, что это игровой вариант. В ноутбуке Asus TUF Gaming FX705G используется кликпад с имитацией нажатия на кнопки. Размер его сенсорной поверхности составляет 105 на 74 мм. Сенсорная поверхность тачпада матовая и собирает отпечатки пальцев. В то же время работать с ним удобно. Двойной клик и удержание одного пальца на втором клике с дальнейшим его перемещением по тачпаду позволяет выделять текст, если вы работаете в Word, или перемещать окна на рабочем столе. Если провести двумя пальцами по тачпаду вверх или вниз, ну или как бы к себе от себя, то можно листать страницы документа в офисных программах и браузере. Если же развести два пальца от центра или свести их к центру, можно изменять масштаб отображаемого окна наподобие сенсорного экрана смартфона. Выкрутив один из винтов и открепив с помощью пластиковой карты защелки, можно снять нижнюю панель корпуса и получить доступ практически ко всем компонентам ноутбука. Ну и перейдем к конфигурации ноутбука. Судя по информации на сайте производителя, данная конфигурация ноутбука Asus TUF Gaming FX705G может быть различной. Отличия могут заключаться в модели процессора, объеме оперативной памяти, конфигурации подсистемы хранения данных, видеокарте и даже типе ЖК-матрицы. У меня вариант с шестиядерным процессором 8-го поколения Intel Core i7-8750H Coffee Lake с номинальной частотой 2,2 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 4,1 ГГц. В этот процесс интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630. Помимо этого в ноутбуке имеется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 гигабайтами видеопамяти, а технология NVIDIA Optimus отвечает за переключение между дискретной видеокартой и встроенным графическим ядром. Для установки модуля оперативной памяти в ноутбуке предназначено два слота. Я сразу же попросил изменить конфигурацию, и сейчас в нем установлено две планки по 16 ГБ DDR4. Для хранения данных в ноутбуке Asus TUF Gaming FX750G установлено два накопителя. Системный SSD накопитель объемом 256 ГБ и 2,5-дюймовый HDD Toshiba объемом 1 ТБ. Используемый M2 SSD накопитель обеспечивает скорость чтения более 1,2 ГБ в секунду и скорость записи более 600 МБ в секунду. А жесткий диск Toshiba со скоростью шпинделя 5400 RPM выдал следующие скоростные характеристики. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного 2,4-5 ГГц сетевого Wi-Fi адаптера и Bluetooth модуль 5.0. Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс. Звуковой тракт ноутбука основан на HDI кодеке Realtek ALC235, в
корпусе ноутбука установлены два динамика-пищалки с отвратительным звучанием, низких и средних частот нет, максимальный уровень громкости вполне достаточный, чтобы озвучить фильмы и игры. Купи себе сувениров и поесть. Ага. Спасибо, бабушка Сеня, спасибо. Здорово. Сколько вернуться к вам домой? К нам домой, где мы все живем? В 7. При умеренной загрузке процессора тактовая частота ядер составляет лишь 3,3 ГГц. Температура ядер процессора при этом достигает 83 градуса по Цельсию, а мощность энергопотребления процессора стабилизируется на уровне 45 Вт. Отмечу, что даже в таком умеренном режиме загрузки система охлаждения работает на пределе своих возможностей. В случае высокой загрузки процессора тактовая частота ядер опускается до номинального значения, это около 2,3 ГГц. Температура и потребляемая мощность почти не меняются. Если при этом задействована и дискретная карта, то нагрузка распределится таким образом, что вся потребляемая мощность упадет до 35 Вт. При разрешении 1920 на 1080 пикселей можно играть комфортно во все игры со скоростью более 40 кадров в секунду на высоких или ультравысоких настройках. Этот ноутбук можно отнести к производительным игровым решениям. В ноутбук встроена литий-ионная аккумуляторная батарея с заявленной емкостью 64 Вт-часа, а в реальности в моем экземпляре не более 58 Вт-часа. Время автономной работы ноутбука Asus TUF Gaming FX705GM среднее. Работа в Adobe Premiere Pro продолжалась 4 часа, а использование его для воспроизведения мультимедиа, набора текста и серфинга в браузере возможно в течение 6 часов. И это при максимальной яркости экрана. При емкости батареи 3,2 Вт-часа, что составляет менее 6% от полной, ноутбук сворачивает все задачи и выключается. Зарядка штатным блоком питания осуществляется в течение 1,5 часов. Его скрытых мощностей мне как видеоблогеру вполне хватает, чтобы комфортно работать с видео в разрешении 4К с высоким битрейтом и экспортировать готовый видеоролик длительностью, например, более 20 минут всего за 16 минут. Конечно, при этом используется дискретная видеокарта, внешнее питание и максимальное охлаждение встроенными кулерами. Вот именно этот момент стал для меня тем приятным подарком, когда я абсолютно не пожалел о том, что приобрел современный игровой ноутбук. В сравнении с моим прошлым мультимедийным Toshiba, который не то что не тянул видеоредактор типа Adobe Premiere, и монтировать приходилось в простеньких редакторах типа HD Writer, который поставлялся с видеокамерой Panasonic, ну и экспорт готового видеоролика на нем занимал не 16 минут, а несколько десятков часов. По внутренней мощи аппарат великолепен. Ну и какие выводы? В целом модель интересная. К достоинствам отнесу металлическую крышку и светодиодную подсветку, благодаря которым экран будет сложно вывести из строя даже при его падении. Узкие рамки вокруг дисплея. Также высокоскоростные модули для обмена данными, мощное железо, емкая память и длинный кабель питания. Ну и есть у него и недостатки. Это несбалансированный звук, ненадежная подсветка клавиатуры и сама клавиатура, скудный интерфейс. И мне все же не хватает яркости дисплея. Ну, пожалуй, так. На этом благодарю за просмотр. Оценивайте это и другие мои видеоролики на канале. И до встречи здесь же. Пока, увидимся.